Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Как изменится ваша жизнь? Давайте, мы ведь часто себе задаем такие вопросы. Как изменится моя жизнь? Или даже более эмоционально. Да изменится же, елки-палки, хоть что-нибудь. Ну вот где-то с этих позиций исходя. Давайте попробуем. Конечно, это общий прогноз, такой расклад. И на этом канале вот да, посмотрите, умеренность. Приходится держать баланс. Глядя вот нам девушка, это, кстати, Таро ведьмочек, одним глазом так присматривает, но на одной ноге баланс, как баланс с завязанными глазами, приходится держать. А уже сама по себе история надоела. Сколько будет продолжаться? И я так могу предположить, да. Терпение как будто заканчивается, знаете. Может быть, есть какой-то нерешенный вопрос, который стал на такую паузу. И явно он будет зависеть с какой-то прошлой истории, у каждого своей, но опять же кубки. Это личная история, может быть, история любви или ожидания конкретного человека. А нам, тем не менее, говорят, все это уже как проигранное. Или оставь все то, что было, посмотри в другом направлении. А мы туда даже не смотрим, да, вот как если этот человек. Ладно, так как же изменится жизнь? Что будет меняться? И пусть меняется все к лучшему. Пусть открываются новые возможности, приходят новые интересные люди. Пусть в нас самих будет больше бодрости, оптимизма, душевных сил, которых вот нас побуждает на подъем какой-то, а не замыкают в своем пространстве, как в своем каком-то коконе, вакууме. И самое сложное, наверное, правда, особенно когда есть разочарование или какая-то прежняя история, которая, ну, держит нас, как и в потемках, и в заперти. А тут ведь мы где-то умом часто понимаем, что да нет, тут надо вот именно переключить себя на что-то другое. А как это сделать? Непонятно. Ну, давайте посмотрим, что в вашей жизни происходит сейчас. Давайте, чтобы вы могли сориентироваться, подходит вам этот прогноз или нет. Да вот вы точно сами уже думаете о том, что пора это выходить из какого-то небытия или из какой-то паузы. Тройка жезлов, вы уже смотрите вперед. Может быть, вы уже имеете какой-то план, может быть, и несколько. Но пока по тройке жезлов, да, мы смотрим вперед, как бы это будущего карта. Но человек стоит. Это для чего? А он как будто анализирует, все ли он взял с собой. Что для меня сейчас наиболее ценно, наиболее важно. Для кого-то из вас новый проект по части вашего творческого, может быть, участия или вдохновения. У кого-то по поводу работы дополнительный доход запросто. У кого-то новые отношения, а у кого-то просто ощущение, что мне нужно, ну, так несколько расширить свои горизонты для того, чтобы или кругозор, может быть, даже, да, начать что-то изучать или путешествовать, пусть недалеко, но мне нужно действительно выйти из какого-то как замкнутого пространства или подвешенной, застывшей ситуации. Аркан Луна. Вам как будто и не вправо, и не влево. Нас могут, знаете, одолевать внутренние страхи. С одной стороны, карта, конечно, Луна говорит, слушай свою интуицию. Но первая карта, тройка жезлов, вам хочется быстрее от этой Луны уйти. Это то, что, иными словами, вы-то смотрите вперед, а вот это у вас за спиной. Период неопределенности, у кого-то период в затяжку, какого-то обмана или нерешенных множество ситуаций. И, может быть, этих ситуаций, знаете, накопилось очень много. И вы уже видите выход в том, что нет, мне этот какой-то порочный круг явно нужно разобрать. Или как будто просто уйти из этой истории. А прежде был туз кубков, была какая-то радостная, может быть, история, в которой вы видели именно личная история кубки. Это та любовь, в которой мы видели продолжение. Но это было прежде. Это то, что за спиной. Была любовь, а теперь у нас Луна. Может быть, у кого-то даже была семья, мои дорогие. Иногда Луна проигрывается со знаком плюс, эмпатия, тепло близких. Но вот теперь-то вы как будто все равно смотрите вперед, как изменится ваша жизнь. Хотя я допускаю, для кого-то будет так, что ситуация, даже которая касается вашей семьи, которая связана с вашими близкими, и вы, может быть, собираетесь в далекий переезд.
Может быть, воссоединение семьи или воссоединение с конкретным человеком, но все равно есть тут по Луне какие-то 1000 неопределенностей. Но, наверное, для большинства все равно связано с тем, что что-то было разрушено или что-то было прекращено. Возможно, какой-то человек. Может быть, это два старших аркана. Смотрите, сложных аркана, башня и аркан Луна. Если это неопределенности, да, мы можем ориентироваться только на интуицию. И я должна сказать, слушайте, правда, интуицию. Мы с вами живем в такое время. Интуиция – это не сознание, это как интеллект и пережитый опыт. Пережитый опыт дает нам определенный, знаете, такой базис твердый. Мы не хотим повторения каких-то минусов. И значит, куда нам не надо, точно не пойдем. В этом заключен огромный плюс. Но и не все же просчитаешь с позиции, знаете, где-то выхолощенного рационализма или с позиции логики. Тут некоторые вопросы именно должны решаться с позиции подсказки внутренних сил или вот этого шестого нашего чувства, потому что вы как выбираете направление, вот именно направление, и у кого-то это будет связано с домом, когда вы пытаетесь решить ситуацию, именно которая связана с местом вашего пребывания, либо надолго, либо на короткий какой-то срок, тут у каждого будет по-своему, а у кого-то, может быть, прежние договоренности рушатся, или меняются какие-то законы, и вам приходится тоже перестраиваться. Вот что же еще было? Но это были очень сложные эмоции. И причем, вы знаете, скорее всего, дайте я достану еще последнюю карту. Да. Вот смотрите, была какая-то, как прекращение прежней истории любви. Или когда разрушилось что-то, может быть, даже по части тех ценностей, которые вам долгое время казались абсолютно, непоколебимыми или совершенно устоявшимися. Нет никакого подвоха. И вдруг вот переживания вас заставили немножко под другим ракурсом увидеть или опять же обдумывать какую-то свою ситуацию. И пришло это в вашу жизнь, вот эта башня, кто меня смотрит, внезапно. Либо это, знаете, по восьмерке жезлов, ведь это карта скорости. И здесь скорость может быть, когда вы получили известие внезапное, или когда человек вам какой-то конкретный что-то сказал, получили какую-то информацию, и это тоже отправная точка нового отчета. Или, может быть, никто ничего не сказал и не сделал, вот как раз какое-то чье-то бездействие для вас, родни восьмерки жезлов, когда это ворвалось в вашу жизнь именно потому, что вы ожидали, что кто-то примет участие, а этого не произошло. И следом вот эта переоценка ценностей, она могла сопровождать сложные эмоции. То место, на которое я надеялась, теперь уже как бы и не выглядит вот так надежным. А те люди, которые для меня прежде были как оплот какой-то, или мы вместе строили планы, планов-то тоже уже как будто нет, или все приходится пересматривать. Ничто не будет как прежде, вот самое главное. И вы не были к этому готовы просто-напросто. Может быть, и были какие-то предвестники, но все же я тут вижу, это произошло именно внезапно. Вот с какой-то внезапной башни, внезапного разрушения, с внезапной какой-то ситуацией, да, у кого-то мелочи в виде вроде бы информации или наоборот бездействия, как я сказала, конкретных людей, а для кого-то это может быть и в средствах массовой информации. Вот это произошло, когда мы что-то слышим и понимаем, что нет, вот тут какое-то продолжение, увы, не будет следовать. И для нас это очень сложное ощущение. Ладно, это то, что у вас было. Мы пойдем дальше, насколько этот прогноз откликается. Что в вашей жизни происходит сейчас? Вы можете ориентироваться и по первым картам 6. Достанем мы еще второй ряд. Что же вот сейчас, да? Нам уже сказали, что очень сложная какая-то ситуация, когда вы еще пока внутренне, баланс, наверное, не совсем достигли. Направление вы уже видите. Это да, вы смотрите в будущее. Но пока действий нет. Вот что сейчас именно в вашей жизни происходит?
Наверное, вы пришли даже к выводу, что мне по судьбе нужно было пройти вот такой сложный путь. По аркану Иерофант, может быть, и какие-то сейчас, на данный момент, так вот шаг за шагом появляются новые возможности. По Иерофанту всегда есть возможности в плане обучения, в плане согласования. Кстати, у вас какая-то история прежняя, на сегодняшний день, может быть, недавно вы получили, ну, относительно недавно, тут у каждого свой срок. Вот как прежнее какое-то дело, задумку, которым вы, возможно, занимались долгий период времени, или вы на что-то надеялись. И вроде бы как у кого-то проиграется даже, может быть, через суды, какие-то важные бумаги, согласования, но вам было отказано. А вот теперь у вас идет перезагрузка именно по таким фундаментальным ценностям, которые проходят по карте Иерофант. Это когда мы и учимся чему-то новому, и мы жизнь по-новому, в новом месте, мои дорогие. Но, может быть, это где-то увязывается с концепцией, которая складывалась прежде. Иерофант – это ведь мы к чему-то шли, или мы как-то действовали, или мы что-то изучали. Теперь мы как сдаем, ну, такой своеобразный экзамен. Но основное, наверное, желание, что происходит сейчас – стабилизировать какую-то обстановку или стабилизировать финансовое, может быть, положение. У кого-то и так. Что происходит сейчас? Да, на самом деле жизненный экзамен. Карта, любая тройка, карта будущего. И здесь мы сдаем экзамен. Кто-то буквально сейчас, вот чем вы занимаетесь, у вас может быть на кону получение каких-то сертификатов, у кого-то водительских прав. Вы понимаете, что нужно быть мобильному для того, чтобы что-то осуществить. Для кого-то действительно будет изучение новых наук, может быть, это цифровые технологии по Луне, да, тут еще с пространством что-то, может быть, и с интернетом где-то связано, или с той областью, в которой вы не профи. Вы начинаете какое-то, или вы это уже начали, а вот экзамен именно теперь у вас где-то проходит. На что вы решитесь? На какое новое направление? Или дополнительный источник заработка. У кого-то работа на дому, может быть, ну, самые разные направления. Но вы знаете, мои дорогие, пусть в деталях вы еще, вот как бы вы по местам еще пункт А, пункт Б и С, допустим, вы не расставили. Чему вы отдадите из этих трех, как вариант? Так вот, чему вы отдадите предпочтение? Но вы рассматриваете уже самые разные точки приложения своих талантов, своих возможностей. Или, если изучаю, для чего я это изучаю? И тут, правда, знание и сила в том плане, потому что то, что мы новое впускаем в нашу жизнь, это в конечном итоге будет влиять и на нашу финансовую ситуацию. Вот то, что вы изучаете, повторюсь, у кого-то права, может быть, ну я как вариант, опять же, у кого-то новое направление в деятельности, а у кого-то это прохождение, может быть, курсов, осваиваете какое-то ремесло, и вам оно совершенно необходимо для будущего. Что происходит прямо сейчас? Ну, как с чистого листа. И здесь нельзя оплошать, здесь нельзя оступиться. Но вы сейчас чем-то вдохновлены, это точно. И, видимо, вот эти сложные эмоции, они все-таки отступают. Смотрите, десятка кубков. А ведь у кого-то, правда, как семья была, но вот в силу разных причин нет. Опять же, разных причин. Здесь могла быть глубоко личностная ситуация, а у кого-то это связано с внешними событиями. Меня смотрят люди из разных стран. Ну вот теперь какая-то перезагрузка. Наверное, вам теперь даже, если мы говорим на сегодняшний день, может быть, и есть ваши близкие, да, ваши дети, может быть, и внуки. Мы ведь все разные. Так вот, тем не менее, вы можете быть один или одна, например, несмотря, да, нулевой аркан. Тут действительно, как семью новую желание построить, вот и так может проиграться. Даже если невзирая на то, какой у вас возраст. Прежде была семья, по каким-то причинам теперь нет. Но в этот период в жизни вы понимаете, что, а нет, надо строить дальше семью. Даже если прежде остались какие-то очень добрые воспоминания, это здорово. Вот воспоминания, они и останутся с вами, но это уже принадлежит прошлому, а мы должны идти вперед. Идти, искать, может быть, вот этих единомышленников, людей, которые где-то близки нам по духу. Но вот что сейчас есть еще
какая-то, ну, как ваши близкие, ваши родные, или, может быть, это просто круг таких друзей, которые едва ли не ближе, чем семья, но все равно как будто новый путь, и вы хотите вот этого счастья, но в каком-то новом ключе или в новом формате. Вы допускаете. Вы готовы строить, кстати, и новые отношения. Но для кого-то из вас, может быть, отношения на паузе. И вы можете допускать, что если какой-то человек вдруг появится в вашей жизни, я готов или готова возобновить эту историю. Вы это допускаете. Какая-то все-таки вот на данный период времени прежняя история вас точно не отпустила. Почему? Много доброго. Или знаете, как это одно вдохновение на двоих или на всю семью. И правда, тут пока ну, какой-то свой срок не пройдет, ты от этих мыслей никуда не денешься. Может быть, поэтому вы теперь и пытаетесь себя переключить на что-то другое, понимая, что ну вот какая-то история, она от меня не зависит. А вам-то хочется бразды правления над собственной жизнью брать в свои руки, и чтобы что-то уже планировать, и не в пустоту, а так вот более конкретно отстроить свое благополучие. Ведь Иерофант– это благополучие. Так вот, что же прямо сейчас у вас происходит? Вы на выборе. По двойке мечей, правда, тут может быть какая-то жизненная развилка. То есть, я говорила, один, второй, третий может быть план или какие-то направления, но вот что как будто выстрелит, или мы говорим, что выиграет, или какой из этих вот дротов, ну тут у нее ножи, у нашей ведьмочки показаны, она как с закрытыми глазами мечет. Но, наверное, как у Амара Хаяма. Небо мечет вслепую игральные кости. Все, что выпало, нужно суметь проиграть. Или успеть проиграть. У него, по-моему, так написано. Я могу ошибаться, потому что экспромт мои дорогие. И вот это где-то соответствует Иерофанту. Да, попробую один вариант, попробую другой вариант. Наперед что-то очень сложно просчитать. А вот теперь давайте мы с вами узнаем, как же изменится ваша жизнь. Может быть, это будет связано с тем, что вы с чем-то определитесь, а может быть, будут оказывать влияние и внешние события. И подсказка нам будет говорить, или будет состоять еще в том, что когда много старших арканов, тут на вас и пространство действительно влияет. Два в этом у нас ряду карт, два старших аркана, Иерофант и Дурак. Или нулевой аркан, мы говорим, шут, начало-начало. И здесь действительно, как по судьбе, все начать сначала. Все начать с нуля. Даже если это как, ну, приходится рассчитывать только на самого себя, собственные знания, умения. Иными словами, это голова и руки по тройке пентаклей. Да, тут очень хорошо, кстати, по этой карте, когда мы изучаем или осваиваем какое-то ремесло, творчество. И согласитесь, тот, кто имеет в наше сложное время вот какую-то возможность в руках, да, умеет делать что-то своими руками. Может быть, это с вашей профессией связано, когда вы именно эксперт, специалист. А может быть, до этого времени ваша профессия, она принадлежала какому-то совершенно другому, другой области. Когда один не поработаешь, то кто-то из вас теперь и будет изучать то дело или то ремесло, которое дает возможности работать самому на себя и одновременно уверенность в завтрашнем дне. Ну ладно, как изменится ваша жизнь? Хитрее ловчей надо быть. Вы тут столкнетесь, не будет какой-то путь, знаете, как широкое шоссе, или как нам поставлены какие-то знаки, обозначено, да, вот это наша дорога, путь, по которому нам придется пройти. С разными людьми столкнемся, с разными ситуациями, потому что сохранять себя придется по семерке мечей. И семерка мечей это может быть, знаете как, а, когда мы понимаем, что нас долгое время водили за нос, а причина это как информационный фейк, может быть и так. Или та информация, когда нам пытались на нас воздействовать, все-таки мечи иногда именно информационное поле. Помимо того, что это карта как бы вора, да, хоть и нигде не прописано, но тем не менее сарафанное радио упрямо говорит об этом, поэтому будьте внимательны к кошелькам, к сумочкам, паролям аккаунтов, может быть, и к тем
корреспонденциям, которые приходят на вас, на ваш имейл, но нужно проверять, откуда появилось это письмо. Тут себя надо беречь. Вы, мои дорогие, столкнетесь еще с тем, что не все люди честны. Каждый зарабатывает деньги. Вы вот как-то более ровной дорогой хотите пройти. Для вас существуют такие, знаете, незыблемые ценности. А вот с мошенниками мы всегда можем столкнуться. Поэтому будьте внимательны, берегите сами себя. Вот первая карта – это как изменится ваша жизнь. Здесь нужно и хвост пистолетом, и руку на пульсе, и нос по ветру. Вот как-то так. Король кубков. Будет какая-то, может быть, еще и встреча. Может быть, какая-то история по части ваших близких, может быть, друзей, детей, внуков, родственников. Или есть конкретный человек, может быть, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Вообще, я должна сказать, как изменится ваша жизнь. Мы давайте будем рассматривать по энергиям. И король кубков – единственный персонаж в колоде, который умеет правильно переключаться между вопросами хлеба насущного или материализмом, деньгами и чувствами. Он не мешает, не добавляет эмоций в те дела рациональные, которые нужно так и решать, не добавляя туда каких-то эмоций или не слушая советов со стороны, а вот очень здраво, рационально, может быть, математическим каким-то просчетом даже. Вот тут надо что-то детализировать. И с другой стороны, он способен на эмпатию. Вот наши чувства, наша любовь или наши ценности, мои дорогие, а мы их должны сохранять. Здесь соединять придется возвышенное и земное. Поэтому от мечты мы тут точно не отказываемся. И если мы хотим построить надежную семью, это вполне вероятно. Для кого-то из вас как изменится ваша жизнь? Может быть, вам жизнь подарит встречу с таким человеком. Как изменится ваша жизнь, праздник после победы, но жезлы – это у нас дела, работа, бизнес, достижения. И вот все то, что мы долго с вами говорили. То есть праздник какой-то будет, по крайней мере. То, что вы развивали, начинали, продолжали, к чему вы прикладывали усилия, будет и праздник, будет и победа. И значит, это, ведь четверка жезлов, это, знаете, как 4 столпа. Это какая-то основа. Это то, чего мы можем оттолкнуться. А первая карта – семерка мечей. Вам придется сохранять и себя самих, и то, что вам дорого, и буквально какое-то материальное благополучие или собственные идеи, мои дорогие, собственные достижения, чтобы не украли. Идею тоже можно украсть. Или присвоить чей-то успех. Вот будьте внимательны. Здесь вам нельзя в ближайшем будущем расслабиться, потому что есть какие-то кривые личности, хочется сказать. Снова нам четверка выпадает, но это точно в ближайшее будущее. Знаете, не оглядывайся назад, нам говорят, иначе твоя жизнь как бесконечный дождь. Если снова начнешь анализировать или снова вспоминать, ты не заметишь, как тебя эти эмоции поглотят. Тут может быть вот как король кубков, действительно, если чувствуете, что меня накрыло, вот есть такое выражение. Быстро переключайтесь на какие-то, более позитивные моменты. У кого-то это творчество, у кого-то это хобби, у кого-то это может быть даже путешествие. Или когда иногда вот такая перезагрузка, когда мы учим языки, происходит. Но у каждого тут по-своему. Самое главное не смотреть в прежнем направлении, видеть что-то другое. Но еще какой-то период вам придется пройти для того, чтобы не сравнивать что-то с прошлым. А ведь вам, правда, может подарить пространство, вселенная, какие-то контакты. Пусть это будет дружба даже. Я такое могу предположить. У кого-то это сфера интересов, вот то, чем вы занимаетесь. Или вы, может быть, курсы посещаете, или что-то изучаете, рассматриваете вот как, или учитесь в новом направлении каком-то. И, может быть, с этой как раз позиции, с этой стороны, может быть такое знакомство. И это будет такая продолжительная, надежная дружба. Здесь есть как минимум или будет в ближайшем будущем тот человек, может быть, это новый совершенно человек, мои дорогие, с которыми у вас будет как единение души. Но чтобы его встретить, здесь нельзя постоянно, знаете, оглядываться назад, иначе мы его можем пропустить. Он придет в нашу жизнь или судьба, знаете, как либо для вас может сложить такую ситуацию, либо для человека, но вы можете не заметить. Вот представьте, что
Это как новый человек пытается войти в вашу жизнь, или он словно стоит где-то рядом, а вы в это время думаете о прошлом. Как изменится ваша жизнь. Вот тут вам посмотрите, тут действительно будет какой-то человек. Я не говорю, что это прямо сразу любовь с первого взгляда. Я не случайно говорю дружба, потому что мы ведь начали с вами с короля кубков. Тут нельзя и даже, ну, где-то одевать на себя розовые очки. Потому что мы ведь, попробуй разгадай, кто с чем приходит в нашу жизнь. А первая карта нас как раз призывает к вниманию и самосохранению. Вам это определенным образом помогает. Но то, что касается, может быть, вообще, в принципе, новых людей, нужно быть осторожным, но не замыкаться в каком-то, ну, знаете как, небытии. Вот как этот человек нам изображен. Он ведь не смотрит. Он даже, наверное, эти 3 кубка не видит. Его взгляд как в никуда. И уж не говоря о том, что по сторонам. Какая-то перезагрузка мощная. И вот для вас не должно быть как... и, кстати, если мы говорим о первой карте, вот таких персонажей ненадежных, или буквально вот вора все-таки карта, да, или какие-то такие хитрые люди, с которыми мы можем столкнуться. И поверьте, они очень хорошо считывают даже по нашему взгляду, когда у нас отсутствует критическое мышление, когда мы выпадаем из жизни, когда вот мы, как этот человек, смотрим в никуда. Мы не сконцентрированы, а вам нужно быть сконцентрированным, чтобы и что-то не проморгать, и с другой стороны, чтобы на вас никто не надел. 7 кубков – это как розовые очки, карта иллюзорного успеха. Но или, может быть, определиться даже с какой-то дружбой и, ну, как-то быть, с одной стороны, и не отказываться, дать возможность знакомиться для себя, но и себя не подвергать риску. Вот новые люди, посмотрите, что-то старое явно будет или уже закончилось даже. Но еще где-то, если и живет в ваших эмоциях, то это нужно оставлять. Тут уже на пороге, вот посмотрите, как новые люди пытаются войти в вашу жизнь. И мы, наверное, с вами, ну, не можем изменить нашу судьбу, но она где-то, я так думаю, прописана. И, может быть, суждено некоторым окончательно уйти из вашей жизненной истории. Не все персонажи, которые входят в нашу жизнь, с нами останутся надолго. Кто-то как прохожий, мы их встретим и потом проводим. Но есть, видимо, все-таки один-двое, которые останутся или задержатся на более долгий срок. И при этом тоже иллюзий не нужно. Ну, я тут больше вижу все-таки дружбу, контакты. Может быть, для вас это, ну, некоторое вдохновение будет означать. Ладно, давайте узнаем, как в ближайшем будущем изменится ваша жизнь. Тут себя нужно настроить на новый лад. Вот я именно вижу так. К чему вот вообще все идет? Что вы должны увидеть? Карта Солнца, мои дорогие. Хотела продолжать наш расклад, а теперь у меня после аркана Солнца обычно карты раньше не доставали. Говорили, иди, у тебя все хорошо. Но по Солнцу тут, знаете, как с одной стороны наше эго. И самоуверенность – это прекрасно, но иногда мы не чувствуем ту грань, когда она переходит в самонадеянность, в эго, по сути дела, так. А тут нам нужно быть осмотрительным. С одной стороны, тут и иллюзии, да, 2 семерки, посмотрите, возможности, которые как, они лежат между обманом и иллюзиями. Поэтому вам нужно быть более чем конкретными людьми. Здесь, если мы говорим о внешней какой-то истории, вам никто не должен, ну, как замылить глаза. И я прошу прощения, если посторонние шумы буквально врываются в наше видео. На улице ремонт, у соседей ремонт, боже мой. Ну вот как-то так, я на это не влияю, ни на первое, ни на второе. Так вот, вернемся к нашим картам. Карта Солнца, если мы про эго. Знаете, тут могут и льстить тоже. Ведь нам всегда приятно слышать то, что приятно. И часто нам даже правду какую-то мы думаем, да нет, это наш враг. А бывает с точностью да наоборот. Поэтому вот вы явно, мои дорогие, к чему все идет. Вы сейчас какое-то направление выбираете. И этим будете заниматься активно последующие 6-8 месяцев.
А вот интересно, и к чему же это идет? Куда это солнце? Ух ты, а вы можете даже куда-то поехать, переехать, или просто вас ожидает такой период, когда много будет перемещений, согласований, когда вокруг вас пространство информационное такое будет насыщенное, наполненное, когда много тут каких-то перемен происходит, взаимодействия, может быть, это вы будете что-то согласовывать с учетом аркана Иерофант, я говорила, где-то вскользь, когда именно будет касаться даже или, к примеру, жилища, или получения каких-то важных бумаг, документов, пусть не по жилищу, а может быть по вашей занятости, все-таки жезлы. Но мы будем постоянно находиться в каком-то водовороте информационном. И будут такие дни, когда вам нельзя что-то отложить на потом. Нам говорят, да ты будь готов к неожиданностям. И правда, что-то не отложи на потом. Что еще? К чему все идет? Король мечей, правда, иногда будет говорить о согласованиях, о высоких инстанциях, о каких-то чиновниках, иногда будет говорить о человеке, ну, даже который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, как прообраз, может быть, Меркурия, кстати, да, или Гермеса. Но если мы говорим, это как раз управитель близнецов, а мы с вами делаем расклад середина августа. Если кто-то смотрит даже позже, то, ну, значит, на вас каким-то образом вот подобная энергия оказывает влияние. Но тут может быть связан вопрос, когда вы должны что-то решить и по отношениям, согласовать с конкретными людьми, какое-то рациональное зерно извлечь, сделать какие-то выводы. И, может быть, это будет еще и означать, когда идет в вашей жизни перезагрузка. Уран у нас в близнецах. И вообще это на долгий период времени, еще лет почти на 7. Да, будет реверанс в знак зодиака Телец с ноября по апрель 26 года, но тем не менее уже какая-то совершенно новая концепция. Так вот, у вас как перезагрузка вашей жизни. Да, какое-то время вам придется что-то подводить, может быть, к итогу, делать эти согласования. У кого-то эта карта будет означать, что ну, буквально обратиться к узким специалистам. Проходят юристы, адвокаты, врачи, например, да, когда нам не говорит карта «болеешь ты». Нет, карта говорит о том, что даже если что-то беспокоит, значит, мы должны о себе узнать что-то наверняка, а любое дело тоже сделать наверняка, поэтому мы обращаемся к специалистам. Поэтому больше конкретики, рационализма будет в вашей жизни или по тем направлениям. Вы сами что-то с чем-то разберетесь, какую-то путаницу закончите, завершите, и к чему все идет. Двойка жезлов, ну а потом следом нам придется, видимо, стабилизировать то, что мы начали. Вот смотрите, в ближайшее время основная задача. Началось с тройки. Дальше у нас выпадает, к чему все идет солнце. Я уже опускаю все промежуточные карты. И тем не менее двойка. Это мы какую-то стабильность для себя, опять же, либо обустраиваем, либо мы тут заново что-то просчитываем, или для себя определяем круг задач, но мы пока никуда не торопимся. Значит, то, с чем вы скоро вот-вот определитесь, тут явно будет и информация, и для вас какое-то направление, к чему все идет. У вас проясняется какая-то обстановка. Может быть, и придется вот такие, знаете, хладнокровные, взвешенные решения, рациональные принимать. Может быть, это будет и для вас непросто, но это для того, чтобы какая-то путаница у вас закончилась. И если была вот двойка, да, мечей с закрытыми глазами, двойка жезлов не с закрытыми глазами. И в этой колоде молодой человек, у него как шар земной на ладони. Одновременно и стеклянный шар, да, он смотрит в будущее. Где-то пересекаются эти два значения, но по тройке это мы проверяем, да. Это вот вы сейчас как будто проверяете, все ли я взяла или взял с собой в будущее. А по двойке жезлов после вот таких, ну, каких-то жизненных коллизий, когда вы однозначно вот-вот где-то разберетесь, что вы будете продолжать. Или
что для вас интересно, будет, когда, может быть, получена какая-то информация, документ, что-то вы тут, потому что документы все-таки, они тут явно у вас проходят. Может быть, это с вашим решением по части места жительства тут будет связано, у каждого по-своему, а у кого-то, как я говорила, сертификат может быть, да, или пусть направление в обучении. И вот постепенно, шаг за шагом, ведь это же все что-то новое. Вот вы и выстраиваете свое новое направление, которое потом еще будет какое-то время взаимодействовать с новыми новостной какой-то палитрой, информационными, может быть, отчасти, ну, как потоками, неожиданными, сбивчивой информацией. Какой-то путаницы будет все-таки связано. По рыцарю жезлов тут путаница будет. И вы вот так вот рационально будете наводить порядок больше в своей жизни для того, чтобы после, видимо, 6-8 месяцев, как минимум, уже брать новое направление на более продолжительный срок. Но стабилизация. И я часто говорю, 2025 год – это период адаптации, особенно вторая половина года. И вот и для вас, мои дорогие, что-то подобное будет меняться. Но самое главное – Солнце. Вам будет что-то нравиться. И вот никаких разочаровывающих таких моментов, которые, как мы прежде, да, вот в этой 8 мечей находились, это было связано с какими-то непреодолимыми событиями. Когда, может быть, какой-то период мы даже не знали, куда мы пойдем, что с этим делать. А вот теперь постепенно, шаг за шагом, вы сами художник, вы сами режиссер собственной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие и любимые. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.